Всем привет! Вот и пришла очередь записывать второе видео блога о работах наших партнеров. Сегодня мы посетим объект наших друзей компании Plumber 40, пообщаемся с ее руководителем, немного расскажем о материалах, участвующих в данном объекте, а также акцентируем внимание на некоторых фишечках и том, что заметим на данном объекте. Вот мы и прибыли на объект. Это одноэтажный дом общей площадью 95 квадратных метров. В данный момент этап строительства находится на стадии завершения чистовой отделки. Еще совсем немного, и хозяева могут насладиться своим новым жилищем. Сегодня мы решили попросить рассказать о проделанной работе руководителя компании Plumber 40 Геннадия. Геннадий, привет! С чего начнем наш обзор? Добрый день, Виталь! Как ты уже и сказал, дом у нас относительно небольшой, поэтому, я думаю, мы можем сразу направиться в котельную. Здесь это наиболее любопытное место. Пойдем. Начнем с котла. Сердцем этой котельной у нас является одноконтурный котел Proterm Pantera мощностью 25 киловатт. На мой взгляд, это оптимальное соотношение цены и качества, ну и надежности, конечно же. Во всяком случае, так было в прошлом году. На нынешний год, к сожалению, ценник очень сильно подрос, но качество от этого не стало хуже. В этом доме у нас выполнена комбинированная система отопления. Для тех, кто не знает, что это такое, я немножечко поясню. Комбинированная система отопления – это когда у нас в доме есть и радиаторная сеть, и теплые полы. Именно за счет такой системы мы получаем дополнительный комфорт в доме. Именно поэтому здесь у нас мы можем наблюдать две коллекторные группы. Одна прямая, это на радиаторную сеть, и одна смесительная, это на теплые полы. Коллекторные группы здесь у нас установлены от компании Stout, и одна, и вторая. Насосно-смесительный узел, это тоже компания Stout на базе 4-ходового клапана, и насос UPS 2565. Для приготовления ГВС здесь мы установили косвенный бойлер, объем этого бойлера 150 литров. На семью из 2 человек этого объема будет более чем достаточно. Геннадий, подскажи, пожалуйста, а почему в таком сравнительно небольшом доме с одним санузлом выбор пал именно на установку системы с косвенником и котлом одноконтурным? Ведь многие считают, что бойлер косвенного нагрева устанавливается, как правило, в огромные дома с кучей санузлов. И почему не установили, к примеру, двухконтурный котел? Хороший вопрос, нужно разобраться в нем поточнее. На самом деле не все так однозначно. Потому что если мы посмотрим на рынок котлов, настенных, компактных, у нас будет два предложения. Это одноконтурные котлы и двухконтурные котлы по способу приготовления ГВС, соответственно. Нужно понять, для чего нужно одно и для чего нужно другое. Начнем, пожалуй, с двухконтурного котла. Где он годится, для чего он нужен. Двухконтурный котел, несомненно, штука очень хорошая, но очень важный момент. Он подойдет либо в квартиру, либо в небольшой загородный домик, где вы не живете постоянно, где вы бываете лишь наездами, ну, допустим, по выходным. Если у нас в доме есть тропические душевые лейки, а в этом доме она у нас есть, расход этих тропических леек может составлять 18-20 литров в минуту, а у некоторых и побольше. Так вот, соответственно, никакой двухконтурный котел с этим не справится, потому что двухконтурный котел приготавливает горячую воду именно проточным способом. А такой способ приготовления не может нам дать такого расхода воды. Максимум 12-14 литров в минуту, не более. К
тому же, если заказчик хочет пользоваться термостатическими смесителями, либо же обыкновенными смесителями, но при всем при этом комфортно смешивать воду, то ему абсолютно точно нужен косвенный бойлер. Как получилось так, что выбор пал именно на нержавеющую трубу в качестве основного материала для обвязки котельной? И не пришлось ли долго уговаривать заказчика, чтобы сделать такую красоту? Виталь, ты знаешь, если быть честным, то на самом деле в последнее время нету никаких проблем. Не нужно объяснять заказчику, почему мы обвязываем котельную на нержавеющей трубе, почему стоит за нее переплатить. Многие наши заказчики, обращаясь к нам, уже приходят к нам по какой-то рекомендации. Возможно, они видели портфолио моих работ, возможно, они были у соседа в другом доме и, соответственно, хотят сделать абсолютно точно так же. Поэтому заказчик, приходя к нам, уже точно знает, что он хочет получить, и точно знает, что он хочет обвязку именно нержавейкой. Действительно, труба-нержавейка, кроме своей эстетической стороны, обладает еще несколькими плюсами. Это отсутствие практически линейного расширения, и плюс при монтаже всей котельной не обязательно вешать банально радиаторы, и этого тепла, которое будет давать труба, будет достаточно. Да, Виталий, все верно. Я с тобой абсолютно полностью согласен. Здесь нет ни одного радиатора, поэтому эти трубы дают дополнительное тепло в этом помещении. Здорово. Подскажи, пожалуйста, дом достаточно современный, котельная очень аккуратно собрана, по автоматике здесь есть что-нибудь? Здесь мы установили базовый комплект автоматики от производителя Microline. Это зонд. Данная автоматика умеет управлять котлом не по сухому контакту, то есть не просто включать и выключать котел, да? Но она умеет управлять котлом по цифровой шине. То есть это полноценное управление котлом с регулировкой мощности горелочного устройства. За счет этого мы получаем небольшую экономию газа, а также цифровая шина позволяет на вашем смартфоне получить всю необходимую информацию. Такую как температура бойлера, горячей воды, температура воздуха в помещении. Если котел вошел в ошибку, то вы узнаете об этом на своем смартфоне. Вам придет уведомление, приложение напишет такая-то ошибка. Более того, эту ошибку приложение расшифрует. Вы будете удаленно знать, что происходит с вашим котлом. Это очень удобно. Это действительно удобно. Вот уже второй объект мы снимаем. Хотел бы подметить лайфхаки наших ребят, которые они используют при монтаже котельной. Если обратить внимание, то трубы, выведенные в пол, чтобы плиточники не делали каких-то вырезов, что достаточно смотрится зачастую кустарно, ребята просто использовали гранитную крошечку и засыпали. Вот так вот, очень интересно. Вот впервые вижу и очень нравится. Ну и, конечно же, не могу обойти стороной электромонтажные и вентиляционные работы. Здесь эти работы выполняли наши друзья и коллеги, с которыми мы сотрудничаем очень-очень давно и полностью доверяем друг другу. Поэтому, обращаясь к нам, вы получаете полный спектр услуг по монтажу абсолютно всей инженерной части вашего дома. Хотел бы обратить внимание, что газ к котлу подведен не обычной гибкой подводкой, а металлопластиковой трубой. Компания Хенко, обращаю внимание, что данную трубу можно загнуть и придать ей форму оставшихся труб, что выглядит достаточно эстетично. Если бы на ее месте была бы гибкая подводка, то болталась бы просто непонятным хвостом. Виталий, сейчас предлагаю пройти в санузел, покажу, как что устроено там. Да, круто. Санузел у нас в таком доме, как уже было подмечено, один-единственный. В качестве отопительного прибора здесь у нас установлен электрический полотенцесушитель. Ну, конечно же, есть теплый пол по всей площади санузла. Вот здесь пока что на данный момент у нас нет ничего. Есть только выводы, их, к сожалению, не видно, тут личные работы велись. В дальнейшем здесь будет установлена
стиральная и сушильная машины. Вот такая вот достаточно просторная душевая для такого маленького санузла. Здесь у нас смеситель, как я уже рассказывал, с тропической душевой лейкой с большим расходом воды. Душевой лоток. Система инсталляции. Это когда у вас не отдельно стоящий унитаз, а все внутренности убраны вот в этот шкаф из плитки. Как это все дело обслуживать? Да очень легко. Вот эта кнопочка у нас снимается, отсоединяется вот этот шланжик, и мы получаем абсолютно нормальный доступ для обслуживания внутренних составляющих системы инсталляции. Подскажи, а при такой котельной почему выбор пал именно на установку электрического полотенцесушителя здесь в ванной комнате? Да, Виталий, спасибо. Хороший вопрос на самом деле. И электрические полотенцесушители мы устанавливаем очень часто. Объясню почему. Если дом небольшой и у нас отсутствует система рециркуляции ГВС, а здесь она отсутствует, то, несомненно, лучшим выбором будет именно электрический полотенцесушитель. Это намного проще, дешевле и удобнее. Как мы можем заметить, здесь выполнен скрытый монтаж подключения электропроводки к нему. Сам полотенцесушитель оснащен таймером, мы можем задавать какое-то время, и он у нас будет работать, потом самостоятельно отключаться. Наверное, самый главный и основной плюс в том, что вы можете использовать его хоть зимой, хоть летом. И, соответственно, летом вам не нужно на один полотенцесушитель включать ваш газовый котел, который будет работать на полную мощность, а полотенцесушитель не может забрать всю эту мощность с котла. И, соответственно, газовый котел начинает тактовать. Он включается, отключается, включается, отключается. Такой режим работы котла не сильно полезен для него. За счет этого вы очень сильно будете снижать ресурс его работы. Ген, я так понимаю, это кухня-гостиная. Здесь в сравнительно небольшой комнатке мы видим 3 радиатора, и они достаточно большие. А почему именно такое количество радиаторов? На самом деле правильный подбор оборудования не может быть осуществлен на глаз. Он может быть осуществлен только за счет теплотехнического расчета. И мы такие расчеты делаем. Подбирать приборы отопления по площади помещения, как это было раньше, на самом деле совсем неверно. И если вы этим занимаетесь, у вас произойдет следующая ситуация. Вы либо купите слишком большой радиатор, а это, соответственно, лишние затраты на сам прибор отопления и дальнейшие затраты на газ. Поэтому здесь радиаторы подобраны за счет теплотехнического расчета. Хотелось бы обратить внимание, очередной объект, и радиаторы установлены также с нижним подключением. Радиаторы просто висят на стене, никаких подводов с пола нет. Это все облегчает труд, как минимум хозяйки, для того, чтобы наводить порядок в доме. Ген, расскажи, что за радиаторы устанавливались на этом объекте? Это стальной панельный радиатор 22 типа производства Керми. Керми – это немецкий бренд с производством в России, в городе Ступино. Радиаторы очень удобно подбирать. У них есть абсолютно разная длина, разная высота. Как раз таки здесь, на этом объекте, можно это хорошо заметить. И у них есть очень хорошая конвективная составляющая. Огромное спасибо, Геннадий, за экскурсию. Пожалуйста. Уверен, что те, кто собираются сделать новую систему, либо реконструировать уже имеющуюся, для себя в этом видео подчеркнут некоторые лайфхаки и полезности. Вот такой интересный получился объект. Использованы были проверенные монтажники, проверенные материалы. Следите за нашими выпусками. Далее будем рассказывать о разных подходах к одним и тем же системам, разных монтажников, разных людей и применению разных материалов. Всем спасибо, выбирайте правильных партнеров. Всем счастливо!